Надо сказать, что человеческий организм, он вообще молодец. После 40 это вообще уже труба дела. Я думаю, в моих словах будет какая-то логика. Пирожки горяченькие, да с картошечкой. Вот почему зимой всегда тянет на что-то такое жирненькое, углеводики. Ну это, конечно, все здорово, хорошо. Но весной придется снимать кофты, пуховики, куртки. И вот тогда начнется нелюбовь к себе, а кто-то собирается ехать в отпуск и начнет там стресс устраивать, голодовки и так далее. Итак, что я решил сделать? Как я решил похудеть на 10 килограмм, а может быть на 15? Сейчас вам расскажу. Конечно, я понимаю, что все сейчас грамотные, нутрициологи, диетологи, очень много информации на эту тему. Вначале давайте посчитаем индекс массы тела, ИМТ. Ну, допустим, у меня вес 100 килограмм, а рост 1,74 м. Итак, нужно разделить вес на рост в квадрате. То есть 100 килограмм делим на 1,74 и еще раз делим на 1,74. В результате получается индекс массы тела 32. Вот у меня в руках сейчас таблица, в которой объясняется, что индекс массы тела равный до 25, это считается нормой, стандартом. С 25 до 30 это уже избыточная масса, то есть уже человеку нужно подумать о том, чтобы немножко похудеть. А уже если перевалило за 30, до 35 это уже первая стадия ожирения, дальше идет вторая стадия, ну а после 40 это вообще уже труба дела. Надо сказать, что человеческий организм, он вообще молодец, очень хорошо сконструирован, то есть есть процесс самоочищения, самовосстановления, но организму нужно помогать, согласитесь. Что я понимаю? Что голодать это просто стресс для организма. В первую очередь при голодовке уходят мышцы, а потом только начинается растворяться вот этот ненужный жир. Поэтому не нужно подвергать себя таким стрессам, нужно во всем умеренность и разумный подход. Да, друзья, главное, знаете, без экстрима, потому что организму нужно растить волосы, растить ногти, нужны элементы для взаимообмена веществ в организме. Вот, поэтому голодовка это точно не вариант. Итак, что же я хочу сделать? Я для себя отметил несколько таких полезных правил. Ну, тоже уже с годами, просто где-то читаешь, слышишь. Первое, что я хочу сделать, это не есть после 19 часов вечера. Второе, это пить достаточно чистой воды, примерно 2 литра в день. Исключить хлеб. Ну, знаете, такой хлеб, в котором разрыхлители всякие, вот эти дрожжи. То есть, если я где-то увижу цельнозерновой хлеб, такой полезный, нормальный, возможно, кто-то дома готовит, такой хороший хлеб настоящий, то тогда, конечно, я смогу себе немного позволить покушать такого хлеба. Или, например, макароны твердых сортов тоже смогу купить, тоже буду это кушать, но до обеда примерно, то есть до 2 часов дня. Начиная с 2 часов дня вообще все мучные продукты я не буду употреблять. Также я хочу исключить алкоголь, но не вообще исключить из своей жизни, потому что, в принципе, мне нравится там выпить вина или даже крепкие напитки или пиво. Но 3 месяца ради эксперимента я вообще не буду употреблять никакой алкоголь. Ну а там посмотрим, там уже подкорректирую, посмотрю по ситуации. Также исключаю из своего рациона сахар, конфеты и вот эти все сладости. То есть я могу себе позволить, опять же, где-то до 2 часов дня, может быть, сухофрукты, какие-то фрукты, курага, изюм, возможно, инжир сушеный, что-то такое. Или даже кусочек хорошего шоколада. Но только примерно до 2 часов дня и очень немного, там, с кофе или с чаем немножко выпить. А после 2 и до вечера, до следующего утра ничего сладкого есть не буду. Еще обязательно хочу начать делать утреннюю гимнастику. Всего 10-15 минут. Размяться, покрутить суставы, там, приседания, отжимания, что-то такое. И, конечно, минут 10 проработка каких-то проблемных зон. Допустим, если болит спина, значит для спины какие-то упражнения сделать. То есть, в общем, минут 20 каждое утро делать гимнастику. А еще мне очень понравились мысли, я считаю их логичными.
нужно стараться сокращать порции, то есть уменьшать порции, которые ты ешь, и также кушать стараться медленно, не торопиться, смаковать пищу, и также возможно выбрать для себя какие-то добавки пищевые, может быть витамин С, лецитин, еще что-то, ну то, что поможет вашему организму. Друзья, теория понятна, осталось только применять на практике. Вот, например, что отличает мудрого человека от умного? У умного человека очень много может быть знаний, разных-разных. Но мудрый человек, он пользуется этими знаниями себе во благо, другим во благо. Поэтому я хочу быть тоже мудрым человеком, не только быть умным. Или вот, например, есть рабочий вариант. Некоторые научились считать калории. Но это действительно логично, потому что сколько калорий ты потребляешь и сколько калорий ты ежедневно сжигаешь, от этого зависит, будет ли накапливаться жир в организме или нет. Но для этого нужно выучить таблицу продуктов, какие продукты, сколько калорий, и это уже все потом считать. Кто-то выбирает, например, раздельное питание, углеводы отдельно, белки отдельно и так далее. Я, например, за сбалансированное питание, которое называется принцип тарелки. То есть, чтобы были тоже клетчатка, белок, углеводы, чтобы все было это вместе, но в каких-то нужных пропорциях. Например, есть мнение, что нужно кушать каждые 2-3 часа понемножку. Кто-то для себя выбирает такой метод. А я, например, для меня ближе интервальное питание, то есть несколько часов не есть, хорошенько проголодаться, а потом покушать нормально, да? Ну, конечно, не переедать, а чтобы была польза для организма, чтобы уже разогнался метаболизм, хотелось покушать, и тогда еда тоже вкуснее. Да, конечно, все это индивидуально, каждый подбирает под свой ритм жизни, под свой график жизни. Кому-то удобнее каждые 2 часа подряд питаться, а кому-то несколько часов делать интервал. Итак, немножко подытожим, какие у меня планы, как будет проходить мое оздоровление, скажем так. Ну, я выделил для себя основных таких 4 правила. Первое — это не есть после 19 часов. Второе — я исключаю на 3 месяца полностью алкоголь. Третье — исключаю хлеб, но не все мучное, как я уже объяснил выше. Также исключаю сладкое, но опять же не все полностью. Выше я рассказывал об этом. Да, на самом деле, вот если посчитать, то есть если худеть каждый день по 100 грамм, 100-120 грамм, то за 3 месяца можно похудеть на 10 килограмм. Вот эта цель сейчас стоит передо мной. Я думаю, это вполне достижимо. Для чего я хочу это сделать? Ну, для того, чтобы повысить качество жизни, чтобы быть здоровее, также, чтобы себя больше любить и уважать. И кроме того, если будет хорошая физическая форма, будет больше энергии, то тем самым я и другим помогу. Например, членам моей семьи буду более здоровы, не нужно будет покупать лекарства, будет больше энергии, будут трудоспособны, жизнерадостны. Да, то есть пора уже завязывать вот с этими детскими синдромами. Захотел там сладенького, поел, захотел перед сном, наелся. То есть ничего в этом хорошего нету. Пора включать самообладание, включать разум и заботиться о своем здоровье. 21 декабря в четверг я начинаю марафон. Он будет длиться 3 месяца. Поэтому те, кто желает, присоединяйтесь. Буду очень рад. Будем держать связь, то есть каждый четверг я буду выпускать короткое видео, 30-секундное или минутное видео. Буду оглашать какие-то результаты. А в комментариях можем общаться и делиться, у кого какие успехи, кто достиг каких-то результатов, у кого как получается. То есть я уже как говорил, сейчас все грамотные, нутрициологи, диетологи. Вот будем друг другу помогать, какой-то рацион, может быть, кто-то подскажет. Или как справляться с голодом вечером, когда перед сном хочется есть и так далее. То есть, ребята, все серьезно. Давайте, кто хочет скинуть 10 или 15 килограмм, все, у вас есть еще один день на размышления. С четверга начинаем. Не, а собственно, что мне худеть-то? В миру упитанный мужчина, в самом расцвете сил, понимаешь ли, теле? Это шутка. Животик надо втянуть, животик. В целом все нормально, но
надо улучшиться немного. Давайте вам еще моречко покажу. Это старый порт Калеичи, Анталия. Вот видите, в Анталии 19 декабря, сегодня 23 год. Днем плюс 20, ночью где-то плюс 10. Вот. В общем, хорошо, тепло. Вон ребята в футболочках ходят. Кто постарше, в курточках, в кофточках. О, туристы, группа туристов. Видите, в Анталию зимой приезжают тоже туристы. О, башня с часами еще на реставрации. Видите, поменяли у нее крышу, сделали другую. Ну ладно, об этом, о всем. Также прогулка по пляжу, это в следующем видео. Все, ребята, поехал в сторону дома. Скоро увидимся в следующем видео. На днях планирую искупаться, замерить температуру воды.